Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, подписчицы и зрительницы канала. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Елена, и вы находитесь на канале «Мир рукоделия и творчества. Вязание пряжа». Я очень рада, что вы зашли на мой канал и подписались. На своем канале ежедневно я стараюсь публиковать практически каждый день мастер-классы по вязанию. И также мы в компании рукодельниц вяжем проекты. Сегодня 27 апреля 2020 года, и я хочу с вами поделиться планами на ближайшую неделю, текущую неделю, и также планами на май месяц. Расскажу и покажу, что мы будем с вами вязать, какие проекты будем вязать, какие проекты будем довязывать и многое другой интересной информации. Досмотрите, пожалуйста, это видео до конца. Сейчас я хочу рассказать, что мы будем вязать с вами на этой неделе, а потом уже буду рассказывать, какие видео я планирую снимать в мае месяце, какие проекты мы будем с вами совместно вязать. Я буду готовить подробные мастер-классы обучающие. Мы с вами закончили вязать красивую эффектную ажурную кофточку под названием «Белоснежка». Название проекта. У меня есть отдельный плейлист, специально созданный для рукодельниц, и чтобы вы присоединились к вязанию, к совместному. И все части находятся в отдельном плейлисте, который называется «Учу вязать ажурная кофточка крючком. Белоснежка». Всего я подготовила 6 частей. Шестая часть, заключительная, я показывала, как завершить проект, выполнить обвязку кофточки по периметру. И присоединяйтесь к вязанию. Мастер-классы подготовила специально для начинающих рукодельниц, которые хотят научиться вязать вещи и осваивают технику вязания крючком. Все ссылочки на все проекты, мастер-классы я, как всегда, оставляю в описании под видео, в всплывающих заставках, подсказках и в конечных заставках. Проходите, смотрите и присоединяйтесь к вязанию. Все мастер-классы у меня достаточно подробные и бесплатные. Далее планирую сегодня 29 апреля по просьбам моих подписчиц и участниц совместного проекта показать, каким образом обвязать жакет под названием «Незабудка». Тоже по периметру, как связать кайму, обвязку горловины, бортов жакета. Подготовлю для вас подробный обучающий мастер-класс. Меня попросили мои подписчицы, так как я жакет связала, но обвязочку еще не сделала, потому что здесь может быть большое количество вариантов обвязки. Но я вам хочу показать, каким образом буду обвязывать я. И если вам понравится мой способ, то, пожалуйста, можете его повторить. И мастер-класс я планирую снять 29 апреля. Всех вас приглашаю заранее. Если даже вам не приходит уведомление и оповещение от YouTube, что на моем канале вышло какое-то новое видео, то вы можете сами ежедневно заходить на канал с 16 до 17 по московскому времени. В этот период времени я выкладываю, опубликовываю мастер-классы и видеоуроки по вязанию. И если вам не пришло уведомление, все равно заходите ко мне в гости. Я рада каждому новому зрителю и каждому новому подписчику, подписчице. Добро пожаловать на мой канал. Все части вот этого замечательного ажурного жакета, который можно связать абсолютно на любой размер, я объясняю, каким образом это сделать. Это может быть и осенний, весенний вариант, летний вариант, тип пряжи, вид пряжи тоже может быть любой. Мы вязали с рукодельницами летний вариант. Он может быть с удлиненным, с укороченным рукавом, как вы видите на фото. И все также части у меня будет заключительная часть номер 9. Это обвязка. Мастер-класс готов, он завершен, и можете присоединиться к вязанию. Я думаю, у вас все получится, и вы обязательно свяжете себе красивую вещь на лето.
А сейчас мы с рукодельницами тоже вяжем проект, и я планирую его закончить на этой неделе. Сегодня я не стала готовить мастер-класс, жду, когда все довяжут вот эту кофточку. Название проекта придумали тоже мои подписчицы и проголосовали во вкладке сообщества. Большое количество голосов набрало название проекта «Васильковое поле». Также у меня создан отдельный плейлист по вязанию вот этой кофточки ажурной на все размеры, на любой возраст, который подходит. И также прошу вас присоединяйтесь к вязанию. Я подготовила для вас подробный, бесплатный и обучающий мастер-класс. Кто вяжет данный проект, и прошу вас, 28 апреля я планирую продолжить вязание. Буду вам показывать, каким образом связать горловину на детали переда и горловину на детали спинки. Это у нас будет 28-го. 29-го я планирую снять мастер-класс по обвязке жакета «Незабудка». А в 30-го мы с вами закончим вязать кофточку. Я покажу, каким образом обвязать кофточку, сделать обвязку края, горловины и низа. Но поделюсь также своим секретом. Я не обвязываю всегда изделия готовые после того, как выполню работы по ФТО. То есть сначала я вяжу, потом примеряю и вот эти все швы распускаю и стираю отдельно детали переда, спинки, рукава. Сушу естественным способом, отпариваю через влажную хлопчатобумажную тряпочку, сложенную в 2 слоя. И после этого уже смотрю, если, допустим, что-то какие-то мне виды изменений есть, допустим, нужно укрепить горловину, там рукава, низ, если у меня растянулось, то я уже быстренько решаю, каким образом исправить все эти погрешности, и после этого только обвязываю готовую работу. Ну, для вас, чтобы вы меня не ждали, когда это я все сделаю, так как это может много занять времени. И я подготовлю для вас 30 апреля уже мастер-класс по обвязке горловины и низа. Так что заходите, девочки, на мой канал каждый день и смотрите мои видео, обучающие уроки и мастер-классы. Небольшая информация для рукодельниц, которые вяжут проект «Васильковое поле». В последней части мастер-класса я вам показала, каким образом начать вязать рукава, и просила вас довязать до уровня горловины. Это у меня связано 14 рядов узором номер 1. И далее вы, после того, как довязали до уровня горловины, продолжаете вязать другую деталь. Это будет деталь спинки. Довязывайте до линии плеч, оставляя при этом 2 ряда недовязанных. Вот в этих 2 рядах мы будем формировать с вами вырез горловины на спинке. Общая ширина рукава, это не проймы, это рукава, у меня 19 сантиметров. То есть вот этот отрезок, который я связала узором номер 1, у меня 19 сантиметров. Вот этот отрезок, который я выполнила расширение для рукава, и здесь у нас идет пройма, здесь у меня 3 сантиметра. 19 плюс 3 получается 22. 22,5. То есть, если вот немножко растянуть, довязываете вы до уровня горловины на части детали переда и вяжете таким же образом, как мастер-класс по вязанию узора номер 1. Вы переходите в мастер-класс часть номер 1, вяжете по обучающему видеоуроку и довязываете до уровня плеч минус 2 ряда. То есть я уже в среду 29 апреля жду вас. Будем заканчивать работу, довяжем горловину
И останется у вас сборка в ТО. И также в четверг я вам покажу 30 апреля, как обвязать кофточку. Давайте, я вас жду, заканчивайте все свои начатые проекты, потому что скоро мы уже начнем новый. Показала текущие проекты, которые мы связали и вяжем. Это у нас совместное вязание. Также хочу с вами поделиться проектом, который тоже я просила вас проголосовать, кто будет вязать вместе со мной. Я уже начала вязать. Это у меня очень тоненькая пряжа под названием Ассоль, 500 метров в 50 граммах. Вяжется долго, так как я еще снимаю мастер-класс, готовлю для вас информацию по вязанию на канале. И вот между временем, когда у меня есть время, это, как правило, перед сном, я смотрю какой-нибудь сериал и вот вяжу вот эту кофточку. Вязала я ее регланом сверху вниз вяжу, так как у меня очень мало пряжи. И у меня мои подписчицы попросили меня, ну, очень часто просят вязать проекты сверху вниз, то есть регланом сверху вниз. Вот, и я скоро закончу, надеюсь, эту работу. Это у меня текущий проект. Мастер-класса еще на этот проект нет на канале. Есть только мастер-класс по вязанию вот этого красивого ажурного узора, который очень вяжется просто и смотрится, на мой взгляд, очень неплохо. Можете оценить, как смотрится рисунок, если вам понравился рисунок и модель кофточки, которую вы видите на фотографии, то можете самостоятельно связать данную модель. И я дала подробный обучающий видеоурок по вязанию узора. Проходите по ссылочке и вяжите. Сейчас я хочу вам рассказать о своих планах на май месяц, так как в апреле мы заканчиваем все начатые проекты. Это жакет «Незабудка» и ажурная кофточка на любой размер и на любой возраст, васильковое поле. Это мы все с вами довязываем. И я уже для вас начала готовить новый проект, пока я сама еще вяжу этот проект. Сделала опрос на канале, ссылочку я оставлю на видео. Вы также можете зарегистрироваться в качестве участника совместного проекта. Очень большое количество набрало желающих, кто хочет присоединиться к мастер-классу и будет вместе с нами вязать данную модель либо кофточки, либо туники. Это универсальная модель на любой возраст, на любой размер, и можно связать два варианта. Кто любит вязать кофточку, вяжет кофточку, кто любит носить туники, свяжет себе красивую летнюю тунику, и также ее можно носить и весной, и осенью. Я уже начала вязать. Узор, туника, кофточка вяжется двумя видами узора. Первый узор — это вот такая ажурная кайма. Я вяжу на 48-50. Это будет максимальный размер у меня 50-й. Вот, первый узор я связала. Сейчас я буду переходить к вязанию тела кофточки. Камера не передает сегодня цвет пряжи. На самом деле он нежно-голубой, очень красивый цвет. Вот я связала и хочу сначала связать кофточку, а потом для вас подготовить подробный и обучающий мастер-класс, чтобы вы уже видели, что у меня в результате получается. И перед тем, как вязать, я пряжу обработала. Меня очень часто спрашивают, как я это делаю. Я вам все ссылочки тоже оставлю в описании под видео. Смотрите. И по просьбе моих тоже подписчиц я сняла видео, поделилась своим секретом. И также мне спрашивают очень часто, для чего я это делаю. Так как я вещи стираю всегда в машине, перед этим я обрабатываю пряжу, тоже ее стираю, сушу, сохнет она 2-3 дня у меня, 3 дня это максимум. Вот в таком виде она сейчас у меня находится. Она становится, я использую
На данный момент стираю вот этим жидким гелем. Это ласка, эффект восстановления, цвет и ткань, насыщенность, прозрачность, гель для стирки. Он мне очень понравился для цветного белья. Может быть, есть еще и другие варианты. Если вы знаете, то обязательно мне напишите. Мне необходим эффект, чтобы пряжа была мягкая и шелковистая. Люблю такие вещи. В последнее время я не люблю жесткий хлопок, мерсеризованный. И вот еще добавляю иногда линор по желанию. И после стирки мне пряжа стала нравиться гораздо больше. Она становится за счет смягчения мягкой и хорошо вяжется. Ниточки не расслаиваются. Как я вязала, допустим, до стирки, они такие становятся ровненькие, гладенькие. Немножко эффект шелковистости появился. Вязать одно удовольствие. И еще один момент важный, почему я стираю пряжу. Она немножко, я делаю усадку, то есть если, допустим, на этикетке написано, что разрешается стирка при температуре не выше 30 градусов, то я всегда стираю пряжу и шерсть с акрилом, и хлопок при температуре 40 градусов, и отжим у меня 800 оборотов, 30 минут обычная стирка, быстрая стирка, на 30 минут ставлю режим. И даю ей немножко, чтобы она немножко у меня подсела. И когда я вяжу изделия, все они у меня уже связаны, я тоже их стираю в машине. На этой же стирке при температуре уже 30 градусов. И после того, вот после этой обработки у меня вещи не садятся, не вытягиваются. То есть никакой деформации не происходит. Я уверенно и смело могу как бы вязать, то есть стирать все вещи в машине, так как я вручную не стираю никогда. Так, еще мои подписчицы спрашивают, когда мы начнем вязать вот данный проект. То есть я еще раз говорю, что сначала мы довязываем с рукодельницами те проекты, завершаем вязать в апреле, которые мы начали вязать. И чтобы участницы текущих проектов присоединились к будущему проекту и успели приобрести пряжу. И сейчас я снимаю мастер-классы только тогда, когда уже у меня практически довязана вещь, для того, чтобы вам показать, что все-таки у меня получилось. Вы уже сами решаете, будете вязать вы или нет. Сейчас просто идет набор участниц по вязанию, и вы регистрируетесь в качестве участника. Я вам ссылочку на будущий проект оставлю. Проходите. Также есть ссылка, будет всплывающие подсказки и в конечных заставках. И плюс в описании под видео. Проходите и регистрируйтесь в качестве участника по вязанию вот этого проекта. Название мы еще не придумали. Мне девочки предложили очень много вариантов, 20. Вот у меня даже все выписано на бумаге, я записала. На сегодняшний момент у меня 20 названий для вот этого проекта. Я от всей души вас благодарю, что вы принимаете участие и помогаете мне определиться с названием. И потом мы уже перед тем, как я позову вас присоединиться к вязанию, сделаем опрос, выберем во вкладке сообщества, я все эти названия напишу, и вы уже будете голосовать. И то название, которое набирает большее количество голосов, то название будет у нас названием будущего проекта. Также я хочу еще запустить в мае месяце один проект. То есть мы будем с вами вязать 2 проекта, на которые я буду готовить подробно обучающие мастер-классы по вязанию моделей
туники и еще одной кофточки, которую тоже вы уже видели. Также на нее зарегистрировались желающие, которые хотят присоединиться к совместному вязанию. Модель кофточки мне самой очень нравится, и я хочу ее связать для себя. И если вы хотите присоединиться к совместному проекту, то тоже проходите по ссылочке и регистрируйтесь в качестве участника. Чем больше желающих по вязанию проектов, на те модели я готовлю подробно обучающие мастер-классы. А мастер-классы я готовлю абсолютно на любой размер одежды. Мы вяжем с рукодельницами все размеры. Как говорится, размер для нас не имеет значения. И у меня закончились все запасы моей пряжи из летней серии. Я недавно на той неделе заказала через интернет-магазин пряжу. И она ко мне должна прийти либо на этой неделе, либо на следующей. Я обязательно вам покажу, какую я пряжу выбрала, из какой я буду вязать. Новый проект. Пряжи у меня сейчас пока нет, так что я не могу вязать что-то новенькое. И буду ждать. Несколько вариантов я заказала. И хочу тоже вам показать свою радость, что приобрела пряжу для новых проектов. И у меня на канале будет очень много мастер-классов по совместному вязанию. Помимо того, что мы будем с вами вязать в мае 2 новых проекта, тунику и кофточку, также я буду вам предлагать разные идеи, интересные идеи. Возможно, они вам понравятся, и вы по моему мастер-классу свяжете себе красивые очень вещи. Видео для вас я стараюсь снимать каждый день. Как правило, это обучающие видеоуроки по вязанию. Хочу, чтобы вы также разделили мою любовь к вязанию. А люблю я вязать очень. Ни одного дня не проходит без вязания. Вяжу я очень давно, с самого раннего детства. Научила меня бабушка, за что ей огромная благодарность. Будем вместе творить, и буду я вас вдохновлять на создание красивых и оригинальных вещей. Девочки, если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь. Я стараюсь для вас снимать мастер-классы и обучающие видеоуроки практически каждый день. Канал у меня еще молодой, только-только развивается, и первый мастер-класс я сняла 4 июля 2019 года. Скоро будет год, как мы вяжем вместе с вами. Видео еще в прошлом году у меня были недостаточно хорошего качества, плохая картинка, изображение, тихий звук, но сейчас я постаралась все это исправить, так как у меня новое устройство для съемки видео. Тоже мне подарил муж, что тоже выражаю ему благодарность со своей стороны. Вот, и я надеюсь, сейчас все вас устраивает. И качество картинки, и звук. Так что, девочки, подписывайтесь на канал. Будем с вами вязать вместе. И вязать абсолютно на любой размер. Спасибо, что смотрите все мои видео, что вместе со мной вяжете. Я вас очень люблю. Желаю вам счастья, здоровья, терпения и жду вас каждый день у себя в гостях на моем канале. Я очень рада, что вы смотрите мои видео. Я очень рада, что каждый день вы подписываетесь на мой канал и проявляете интерес к моему творчеству. Всех вас благодарю. Я надеюсь, на моем канале будет еще интереснее и интереснее, и вы в любом случае для себя найдете интересную и полезную информацию. Рада каждому новому зрителю, новому подписчику, подписчице. И спасибо, что вы у меня есть. С вами была Елена.
Жду вас завтра на моем канале, на новом мастер-классе. Всех люблю, целую. Пока-пока. До новых встреч.